Причастие. Падежи. Некий знак. Совершенный, несовершенный вид. Ударение. Буква «ы». Правильно использовать интонацию. Глаголы движения. А мне вообще легко. I'm Russian, sorry. Привет, я Бен Тафнер, и это London Blog. Знаете, какой вопрос мне чаще всего задают в соцсетях? Бен, откуда русский? Ответ простой, но давайте об этом чуть позже. А еще меня спрашивают, зачем вообще британцам русский? Ну что ж, ищем ответы. Меня пригласили в Бристольский университет. Мы здесь, чтобы пообщаться со студентами, которые, да-да, учат русский. Почему именно этот язык? Аня и Калум учат русский лишь год. Я решил изучать русский язык, потому что я уже давно интересуюсь языками. Я никогда изучал русский в школе, но мне нравятся сложные задачи. Я уже прочитала Евгения Онегина по-английски, но теперь я хочу прочитать в оригинале. И что сложно в русском языке? Грамматика очень сложная. А у вас грядет год за рубежом, куда вы собираетесь? Я хочу поехать в Томск, потому что я хочу жить в Сибири. А я хочу поехать в Петербург. Именно в Питер. Да. Потому что там культура, театры. А эти студенты уже заканчивают свое 4-летнее обучение на бакалавра. Ну что ж, вы все еще так любите русский язык? Да, конечно, это очень сложный язык, но мне очень нравится русская культура и история. Да, я все еще очень люблю русский язык. Я хотел бы работать переводчиком в будущем. Я провел 5 месяцев в Сибири, и там не так много людей говорят на английском, так это был хороший опыт для меня. Если честно, еще не знал, кем я хочу работать в будущем. Я признаюсь, что я всегда нервничаю, когда я говорю по-русски при учителе русского языка. Но мне все же интересно узнать, как это учить британцев русскому языку. И как раз со мной Илона, она преподает русский язык здесь, в Бристольском университете. Ну как это учить нас русскому языку? В русском языке, конечно же, другая грамматика, и поэтому британские студенты думают, что им сложно изучать глаголы движения или, например, пунктуация. Но когда студенты уезжают на год обучения за рубеж, они приезжают с очень хорошим знанием русского языка. Всегда мне спрашивают, не сложно ли выучить кириллицу? Конечно, это вопрос пары недель. А какие звуки, например, самые сложные для британцев? И, конечно, это один из тех звуков, которые ребята учат долго, пытаются понять разницу между «ы» и «и». Мягкие звуки. Да. Лю, ли. В Бристоле много времени уделяют знакомству студентов с русской культурой и русскими обычаями. Есть даже театральная и танцевальная труппы. Мне Наталья Степановна, Николай Степанович, Лужков не надо, но я из принципа. А еще хор. И все это на русском. А русский стал менее популярным в последнее время? Или интерес к нему растет? Количество вузов, в которых преподается русский, уменьшилось за последнее время. Зато в Бристоле у нас количество студентов удвоилось. Часть это связано с положением России в мире. Это ясно, что это важная страна, политическая, очень ключевая страна. Студенты хотят ездить туда, их привлекает таинственность России. Итак, я вам обещал объяснить, с чего началась моя любовь к русскому языку. За год до того, как я поступил в среднюю школу, они закрыли курс русского языка. Но все еще висели плакаты, такие советские плакаты с кириллицей. И меня зацепила. Учительница русского языка мне предложила учить русский язык после школы. И так дело дошло до университета. Итак, теперь вы знаете.